Приветствую всех на канале Егор Хант. Подписывайтесь, ставьте лайки, просматривайте наши видеоуроки. Я Егор Хант, со мной Биба и Боба 2. Ну, это забудем. Так, что нам нужно? Многие задаются вопросом, как же нам найти Armory Forge Tools. Нам нужно просто вот сюда вот эту галку поставить. Инструменты Armory Forge Tools. При покупке Armory Forge Tools идет сразу же в комплекте. То есть это бесплатный инструмент для всех. У меня на игры, конечно, часов многовато. 2888 я провел даже меньше, чем в самой игре. То есть мы запускаем Armory Forge Tools. Здесь мы вот эти проекты пока что удалим. Мы только запустили проект Armory Forge Tools. Что нам нужно? Мы не создадим новый проект с вами. Вообще никаким образом. То есть при создании проекта нужно сначала привязать саму игру. Как это сделать? Мы делаем это просто. Локальный диск C, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Armory Forger, Addons, Date, Core. Мы ее привязали. То есть дальше мы идем о создании нового проекта. Сразу предупреждаю, что вот такие вот вещи, они неприемлемы. Так что мы делаем вот так. То есть русские названия никак, они всегда будут конфликтовать. Поэтому раньше я создавал здесь вот проект. То есть при создании нового проекта желательно убедиться. Если вы запускаете проект, точнее, давайте покажу на примере. Если мы запускаем проект Navcreate Project, создаем его, точнее у нас есть он уже. Давайте создадим NavInfusion. У нас открывается Armory Forge Tools. Вот, они открылись. Мы Save All нажимаем, бом, закрываем. Запускаем повторно. У нас его здесь нет. Что нам сделать и как исправить эту проблему? Мы Create Nav Project, точнее NavInfusion, будем делать не по этому пути. Мы будем делать его сразу в локальном диске DEM, OCM. Сразу запускать. Привязка автоматически привязывается, данная модификация, точнее основная игра Armory Forger. Мы запускаем. Запустили проект. Дальше что нам нужно знать? Import Files, Snow Explorer, NavWorld. Создание папок, конфигов для миссий. Import Files, импортировать файлы. Snow Explorer это доступ к файлам самого проекта. Чтобы быстро перейти просто к файлам проекта. Что нужно знать дальше? Плюс, модификация можно добавлять. Добавлять каким образом? Сейчас она закроется. Мы исправили эту проблему, теперь у нас эта модификация виднеется в общем выборе модификаций. Теперь мы хотим добавить модификацию, чтобы привязать эту модификацию к другой. Как это сделать? Переходим в выбор модификации Armory Forge Tools. Я перейду в выбор модификаций моих, да, чтобы добавить их сюда. Потому что тупо у меня еще не скачаны никакие модификации. Мы выбрали мод, привязали его к Workbench лаунчеру. То есть дальше что нам нужно сделать? Мы можем временно привязать модификацию, можем постоянно. Временно мы ее сначала привязываем. Мы привязываем временную модификацию, запускаем.
Если мы хотим на постоянную основу модификацию добавить, мы переходим в Project Setting. И здесь мы можем добавлять. Но у нас почему-то она не добавилась. Сейчас. У нас просто Workbench запустился. Но мы можем сделать вот так. Open. FM Fusion. У нас сломался просто этот проект. Тогда мы сделаем по-другому. Мы выберем другой. Вот так. Запускаем наш проект. Все, у нас появились здесь привязка. Это привязка. Это основной проект наш запущенный. Дальше мы идем в Options, Project Setting точнее. Здесь нажимаем плюсик, добавляем, конечно же, через локальный диск C нашу модификацию, привязку временную на постоянную основу. Можно не добавлять. Если вы хотите, например, привязать RHS и изменять его, то есть текстуры какие-то там, префабчики и так далее, добавлять что-то свое в RHS, то нужно будет привязать желательно на постоянную основу. Можно не привязывать на постоянную основу, но при скачивании вашего проекта модификации с Arma Reforger Workbench вы не сможете автоматически запустить установку и скачивание RHS. То есть RHS вам нужно будет найти отдельно, и вы даже знать не будете, точнее люди, которые используют данную модификацию вашу, они даже не знать не будут, что RHS привязан. Но если вы запускаете и не привязали на постоянную основу к своему проекту RHS и запускаете RHS и свой проект одновременно, то все модифицированные штучки будут доступны. Плюс, если, например, каким-то образом RHS не установлен на сервер, на котором вы играете, и вы запустите свой проект, то есть модификацию, а RHS даже установлен, то сервер будет работать корректно, но не будет отображать ваши видоизмененные вещи с RHS. То есть все, что привязано к основной игре, он будет отображать. Что к модификации, он просто оставит файлы нетронутыми, они у вас в игре не появятся. Что делать дальше? Конечно, вам нужно заполнить 3 кнопки, 4 там. Но в Explorer, Import Files, наоборот. Config файл. Что мы делаем? Мы изучим, первое, что вам нужно понять, это принцип работы префабов. Да, и вообще префабчики. Префабчики это маленький такой инструмент, который объединяет все конфигурации, физику, процедурные анимации и так далее, все в единое целое. То есть все накладывается на модель. Включая, кстати, издания, вот что мы сейчас попробуем. Есть две версии, куда сохранить. FM Fusion, RGS Project. Но это есть только если это проекты ваши. То есть они открыты вам для доступа. Их проектирование и так далее. Тогда у вас появляются выборы. Здесь обычно выбора нет, когда вы добавляете RHS. Мы можем привязать, например, проект. Ну, мы будем привязывать его сюда, соответственно, потому что у вас выбора не будет. Это создание префаба, точнее его копирование
без привязки к основной игре. То есть в игре он не будет видоизменяться, пока вы его не добавите как новый объект. Это, конечно же, привязка к игре. То есть мы привязку выберем и сделаем дубликат с вами на всякий случай, назовем его 11. Что можно сделать с привязкой? С привязкой она изменится везде, то есть везде в игре. Мы можем сделать данным образом. Override, привязка. Сначала привязка, также дублируем материал как не привязанный. Открываем его. Здесь изменим его на темный вид. Ctrl-S, английская, зажали, изменили. Что можно менять? Первоочередное это вот это. Ну и в принципе на данном материале все. У нас сразу строятся пути. Тоже как и в Armory Forger. Сразу пути до определенных объектов. Он сразу подвязывает нам все, что нужно. Что мы сделаем здесь? Мы закроем основной привязанный материал и откроем уже дублированное. Что мы в дублированном хотим? Мы хотим, конечно же, изменить вот этот материал, чтобы у нас встало все на место. Navigate to fail. Да. Мы, конечно же, заменим вот этот материал. То есть сохраним. Теперь закроем. Теперь перейдем в Prefab. У нас два разных. Один темный, другой светлый. Мы не собираемся играть в шахматы. То есть принцип, в принципе, ясен. Это префабы. У нас возможно строить здесь процедурные анимации, эффекты, анимации, основные, аудио, language, процедурные анимации. То есть любой World Editor, это мы разберем с вами попозже. Начнем вот с World Editor и пойдем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Возможно, в разном бой где-то будем идти тоже. Это основные, что вам нужно знать. Но плюс, конечно, при любой модели мы даже вот выберем обычный, да, префаб, который prefab base, это префаб без 3D модели, это настройки, чисто конфигурации. Мы, например, выберем вот food, да. Что мы хотим? Мы, если откроем в самой папке Armory Forger Food, то мы не можем изменять здесь. Да, нам нужно либо дублировать, либо привязать. Как это можно сделать? Конечно, привязка. Это самое легкое дублирование. Я продублирую данный компонент, открою его. Я хочу посмотреть здесь, что есть. Как нам быстро найти Mesh Object? Пожалуйста. Как найти 3D модель? Посмотреть, что внутри 3D модели связано, это вот здесь. Материал. Да. Мы можем здесь посмотреть, в принципе, коллайдеры, как сделаны. Не высокополигональные, сделаны для достаточно, чтобы показать. Да. Что мы здесь хотим? Мы хотим убрать это. Мы хотим посмотреть воды. Вот. Это основной принцип оптимизации 3D модели. То есть полигонаж их уменьшается с каждым разом.
То есть, чем дальше расстояние от объекта, тем полигонаж ниже. А расстояние от объекта, например, в 100 метров даст вам вот этот вот результат. Да, это не будет заметно вашему невооруженному глазу, но это достаточно весомо для нагрузки ПК. В принципе, пробуйте, изучайте. В следующий раз, я думаю, мы с вами разберем это более подробнее. То есть World Editor и какие-то там другие компоненты. Так что всем всего доброго. Подписывайтесь, кстати, на наш канал YouTube, Rutube, Boosty, также Discord. У меня пока VPN не запущен. Хрен мы с вами увидим. То есть мы изменили с вами урок сегодня, обновили. Я хочу научиться. Да, также на телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании канала. Все они актуальны. Достаточно. Мы быстро, в принципе, растем, потому что люди хотят обучаться, люди хотят делать что-то свое. И почему бы нет? Всем всего доброго, всем пока. Ну и не забывайте все-таки поставить лайк этому видео. И плюс, мы никогда не монтируем видео на канале. То есть мы монтируем только трейлеры. Но почему мы записываем так? Мы записываем это для того, чтобы просто люди увидели все вживую без надобности что-то вырезать. То есть вы это видите, как я. То есть я это делаю фактически в реальном времени, не вырезая ни куска данного материала. Так что спасибо вам за просмотр. Делитесь своим мнением в комментариях. Просите, точнее, задавайте вопросы. Мы на них обязательно ответим. Ну и также можете, в принципе, просить, что записать в следующее. Но следующее у нас пока будет только изменение карты. Да, начальная настройка карты и так далее. Мы пробежимся по самым актуальным темам на сегодняшний день. Спасибо вам, всего доброго и пока.